Этот роман я написала, когда переехала из Екатеринбурга в Москву. А, И оказалась среди тех людей, которые ищут в столице лучшей жизни, а, которые конкурируют ну, скажем так, с людьми, которые выросли в Москве, которые имеют поддержку семьи и так далее. И я таких людей видела довольно много. Ну и, собственно, вот эти люди, главный герой, он такой, он приезжает в Москву, его основная мечта – это, она очень простая, купить хорошую квартиру, иметь хорошие деньги, то есть устроиться. И вот знаете, что меня поражало? Вот эти люди, которые в Москву приезжали и пытались тут устроиться, они, как правило, были талантливее и глубже вот этой своей обывательской мечты. И тогда я придумала для главного героя особое свойство. Это вот, собственно, это магический реализм, когда таинственное никак не объясняется. Его голова, как физический объект, ничего не весит. И тут оказывается, что вот этот феномен, он нарушает некие причинно-следственные связи и ведет ко многим катастрофам. То есть он человек-катастрофа. И ему предлагают, так сказать, во имя великой идеи пустить себе пулю в лоб. Спецслужба. Вот, то есть я довела до предела вот этот контраст между обыденностью, даже между этой обывательской мечтой и действительно, ну, действительной глубиной людей, которые ради этой мечты были готовы положить жизнь. Но он не согласен. Он говорит, у меня одна жизнь, и я ее не готов принести в жертву. Все. А потом возникает вопрос. Когда я борюсь за себя, борюсь ли я только за себя? То есть, по сути дела, он борется за свое право выбора. Против провокаций, против грязных методов. Я думаю, это сегодня очень актуально. Очень актуально, потому что, по сути дела, возникает новая цензура. Цензура страшная. И иметь свое мнение, иметь право выбора, это очень важно. Независимо от того, каков тренд. Мы-то у себя, люди, еще заставшие советскую власть, хорошо помним, как можно прицепиться к одному высказыванию и уничтожить человека. Вот это вот вызывает у меня очень большие опасения. И, может быть, поэтому роман действительно актуален сейчас.